Сегодня нас ждет потрясающий день, ведь мы проведем его в прекрасной Венеции, познакомимся с красивейшими островами загадочной Венецианской лагуны, такими как Мурано с его разноцветными домами, Мурано и его знаменитым стеклом, Торчелло и островом Мацорбо, о котором никто не знает. Мы с вами сможем полюбоваться Венецией на закате, когда она особенно романтична, а также Венецией в ночных огнях. Это будет лучший день в самом лучшем городе мира. Я рад приветствовать вас, дорогие друзья. Я отправляюсь в Венецию, а сейчас я нахожусь в эстонской столице, в городе Таллин, и отсюда мой самолет сегодня вечером унесет меня в чудесную Италию. До самолета у меня было некоторое время, и я решил скоротать его, пройдя по булыжным мостовым старого Таллина. Затем я отправился в аэропорт. Таллинский международный аэропорт носит имя бывшего эстонского президента Ленарта Мери. Это современное здание, находящееся в черте города. Неподалеку видно бывшее здание аэропорта. Для меня сейчас довольно волнительный момент, потому что я летал на самолетах всего лишь дважды в жизни. Последний раз это было ровно 20 лет назад. И сегодня мне предстоит первый международный перелет в моей жизни. Самолет прилетел, и сейчас из него выходят прибывшие пассажиры. Через 5 минут начнется моя посадка. Самолет трогается и уже через 3 часа окажется в Италии. Мы находимся на взлетной полосе в ожидании вылета, и из иллюминатора можно увидеть, как другой самолет стремительно разгоняется и взмывает ввысь. Затем то же самое происходит с другим самолетом, и вот уже мы выезжаем на ту же стартовую взлетную полосу, резко набираем скорость, и я понимаю, что до нашего взлета остались считанные мгновения. Какие же это удивительные чувства! Мы сейчас оторвемся от земли и окажемся в небе. И тут же трепет от взлета сменяется впечатлением от панорамы Таллина. Видны районы, которые я знаю и люблю. Старый город, Пельгуранно, Копли, Рокка-аль-Маре и другие. Видно также Балтийское море. Вскоре облако закрывает собой землю. В дальнейшем периодически можно будет наблюдать дивные пейзажи Эстонии, в том числе остров Саареmaa, который с высоты кажется совсем небольшим. Наш самолет обслуживают забавные итальянские стюарды, за которыми очень интересно наблюдать. По ту сторону борта тем временем проносятся облака. Постепенно солнце клонится к закату. Мне, как человеку, особенным образом ощущающему восприятие новых мест, различных перемен и всего, что с этим связано, весьма необычно осознавать тот факт, что скоро я окажусь на итальянской земле. И вот уже самолет снижает высоту, и за окном можно видеть такую красоту. Пейзаж, от которого перехватывает дыхание. Волшебные огни ночного города вблизи Венеции, то ли Вечензы, то ли Падуи. Это безумно красиво.
Сейчас будет наша посадка в аэропорту Тревизо. Ну вот я и добрался до города Тревизо. Я в Италии. Фух, вот это полет был очень волнительно, конечно. Я 20 лет не летал на самолетах, но наконец-то я в Италии. Ой, брависсимо. Это очень удивительные чувства, потому что я 11 лет здесь не был, и очень здорово наблюдать эту архитектуру итальянскую, даже вдыхать этот итальянский воздух. Хорошо, что я... Ой! Выскочившая собака со своим лаем не дала мне сказать, что ночевать мне сегодня предстоит в небольшом отеле. Путь туда пролегает по темноте, через красивую сельскую местность, под звуки цикад и дурманящие запахи итальянской флоры и фауны. То тут, то там встречаются всевозможные детали. Ну и, конечно же, поражает потрясающая архитектура итальянских домов со ставнями, колоннами и арками. Вскоре я дошел до деревни с красивым названием Кастаньоле, где мне и предстоит ночевка. На площади возвышается кампанила и стоит местный собор. Тут же в площади находится и мой отель. Он представляет собой фазенду, где живут хозяева, семейная пара, сеньор Джузеппе и сеньора Морена, которые содержат на втором этаже несколько гостевых комнат, в одной из которых я и заночевал. Так выглядит место моего ночлега при дневном свете. Утро. Гостеприимные хозяева покормили меня замечательным завтраком, и я пошел на станцию, которая называется Паэса Кастаньоле, откуда я доеду до города Тревизо, а затем поеду в Венецию. Так выглядит местный вокзал и станция. Ехать до Тревизо совсем недолго, одну станцию, это минут 7. Siamo in arrivo in orario a Treviso Centrale. Termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. We are now arriving on time in Treviso Centrale. И вот я в Тревизо. Первой остановкой по пути в Венецию у меня городок Тревизо. В принципе, это единственная остановка по пути в Венецию, но этот городок, в котором я остановился, он тоже полон достопримечательностей, он недалеко от Венеции расположен, и в нем тоже много есть что посмотреть интересного. Когда при планировании поездки я узнал, что побываю в городе Тревизо, то понял, что будет непростительной ошибкой не посетить этот красивейший итальянский городок. Тем более, что Тревизо значительно старше Венеции, он существовал уже при Римской империи, а его массивные крепостные стены впоследствии нередко служили для защиты Венецианской республики. Помимо прочего, город упоминается в божественной комедии Данте. Жители Тревизо считают, что именно в их регионе изобрели знаменитый итальянский десерт тирамису. Безусловно, это красивый город с соборами, площадями, памятниками и палаццо. Как известно, так в Италии называют дворцы. На главной площади Пьяцца де Синьора расположена колокольня, построенная в 1218 году. Одно из самых значимых сооружений Тревизо – рыцарская ложа, служила местом встреч представителей дворянства.
Вдалеке виден военный монумент Глория, а это памятник певцу-тенору Марио дель Монако, который недолгое время жил в Тревизо. На островке Пескерия бурлит торговля местного рыбного рынка. Представительные здания и водоем с плавающими в нем утками делают это место самым живописным в городе. Тут также можно увидеть колесо старинной водяной мельницы. Город Тревизо для меня стал таким своего рода разогревом перед Венецией, дабы не сойти с ума от культурного шока, который можно испытать, попав в город дворцов и каналов. Тревизо от Венеции отделяют полчаса на поезде через город Местре. Местре – это город, через который проезжает абсолютно каждый, кто едет в Венецию. Знаю, что Местре – это тоже красивый город. В Италии, наверное, нет некрасивых городов. И хотя вид с поезда на Местре не вызывает особого восторга, сплошь какие-то многоэтажки и промзоны, однако в нем точно есть здания в классическом итальянском стиле и даже немного каналов и палаццо, как в Венеции. Но сегодня все наше дальнейшее время будет посвящено лишь одному городу – прекрасной Венеции. Длинный мост – это последний этап на пути к заветной цели. Уже во всей красе видна Венецианская лагуна, видны даже какие-то башни Венеции. С этого момента словно погружаешься в сладкий сон. Как же мне уже не терпится увидеть, пройтись и почувствовать этот город, произнести долгожданное «Я здесь, я в Венеции». И вот остановка, надпись «Санта-Лючия», вокзал, в котором вдалеке виднеется медный купол собора Сан-Симеон-Пикколо. Еще несколько шагов, и вот... Ну вот я наконец-то приехал в Венецию, передо мной этот замечательный красивый город, мой любимый город, в который я очень давно мечтал попасть. 11 лет я здесь не был, и вот наконец я здесь. И интересно, что здесь, на привокзальной площади, сразу открывается шикарный вид на Гранд-канал. И уже видно много интересных достопримечательностей. Уже есть что посмотреть даже здесь, не отходя отсюда. Давайте ознакомимся с этими достопримечательностями, которые у вокзала. И затем на Вапоретто поплывем в одно интересное место. От самого выхода из вокзала Санта-Лючия видны плывущие по Гранд-каналу Вапоретто, гондолы и прочие суда и палаццо, величественные дворцы. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Венецию, это церковь с огромным куполом Сан-Симеон-Пикколо, возведенная на этом месте в IX веке. У вокзала стоит статуя так называемой непорочной Девы Марии. Через Большой канал от вокзала перекинут мост Скальци, мост босоногих, названный так из-за монахов, расположенный рядом церкви Санта-Мария-де-Назарет, которые не носили обувь. Напротив вокзала я повстречал своих друзей, а затем бросил взгляд на сам вокзал, носящий название Санта-Лючия. Мне вспомнилось, как в 2014 году я впервые прибыл в Венецию ночью на поезде и хотел поспать на сиденье внутри вокзала, которое находилось примерно здесь, на этом месте. Но полицейский попросил меня идти спать на улицу. В итоге я улегся прямо на вокзальных ступеньках, рядом с парнем из Пакистана. Свой велосипед, с которым я тогда путешествовал, я привязал вон там, у колонн того здания. Кстати, это здание – бывший департамент железной дороги. Кстати, а вы знаете, почему вокзал в Венеции, вокзал Санта-Лючия так называется? Но дело в том, что до середины 19 века на его месте стояла церковь, которая имела название Санта-Лючия. Вот как раз фотография этой самой
церкви, которая была, и где-то в 1860-х годах ее снесли, и вот на ее месте построили этот вокзал, который получил как раз название церкви, которая стояла на его месте, Санта-Лючия. Чуть вдали виден самый новый мост Венеции – мост Конституции, рядом с которым находится автостанция. Между мостом Конституции и мостом Скальце есть пару маленьких мостиков, с которых, если к ним подойти, можно увидеть уютные каналы, которые так любимы всеми, кто любит Венецию. А вот какой замечательный вид предстает нам с моста Конституции. Ну а теперь настало время прокатиться на Вапоретто. Так в Венеции называют пассажирские катера, перевозящие людей по водной глади. Билеты можно приобрести как в специальном аппарате, так и в киоске. Вот расценки на 2024 год. Мне нужен суточный билет, он стоит 25 евро. Вот так он выглядит. На остановке Ферровия, что переводится как «железная дорога», я сел на нужный мне Вапоретто и начал свой круиз по Большому каналу. Вся романтика улетучивается от огромного количества пассажиров на борту. Последний раз такой давки в общественном транспорте я ехал в маршрутке у себя в Воронеже. Пассажиров на Вапоретто так много, что стоять спокойно и уж тем более любоваться тем, что вокруг, приходится с трудом. Однако же я сделаю это, ведь этот момент я ждал долгое-долгое время. Как же это здорово плыть по Гранд-каналу, восхищаясь шикарной архитектурой Венеции. Перед нами собор Сан-Джеремия, названный в честь библейского пророка Иеремии. Проплыв по Гранд-каналу совсем крохотное расстояние, мы сворачиваем на канал Канареджо. Этот поворот запечатлен на картине художника Джона Сарджента. Едва свернув на Канареджо, мы видим Палаццо Лабия, один из последних построенных в Венеции палаццо. Далее мы проплываем мост Понте деле Гунье, мост шпилей, названный так из-за 4 колонн шпилей, раскинутых по 4 его углам. Перед нашим взором изумительный по своей красоте канал Канареджо, один из немногих каналов Венеции, по которому ходит Вапоретто. По обе его стороны расположен один из интересных, на мой взгляд, районов Венеции, район Канареджо. Впереди виден мост под названием Понто де Тре Арчи, мост 3 арок. Здесь мы сойдем, чтобы сделать небольшую остановку. Мост 3 арок состоит из 3 пролетов, что и послужило поводом для его названия. Выполнен мост в стиле барокко. Рядом с мостом стоит церковь Сан-Джоббе, названная по имени библейского патриарха Иова. После шумного вокзала и гвалта пассажиров на Вапоретто, тишина и покой района Канареджо кажутся усладой для ушей и души. Здесь протекает самая обычная жизнь со своим неспешным ритмом. Бросается на глаза вот эта необычная арка между 2 домами. Я снова сажусь на Вапоретто, чтобы доплыть до очень необычного места в Венеции. Видно, как на том берегу самолет делает посадку в аэропорту Марко Поло. С этого аэропорта сегодня ночью и мне предстоит покинуть Венецию. Но пока мой день в Венеции, можно сказать, только начинается, и я, стоя практически на одной ноге в переполненном Вапоретто, еду вдоль северо-западного края города. Отсюда можно увидеть не совсем привычные панорамы Венеции, которые не изображают на туристических открытках и магнитиках. Вообще, на мой взгляд, в таких нетуристических местах Венеция как раз особенно интересна и загадочна. Каждый раз, глядя на такие места, думаешь, а что это за здание, а что это за проулок, а там интересно, что находится. Очень надеюсь, что сегодня у меня получится увидеть много непопулярных мест Венеции и сделать для себя множество открытий. В первую очередь я хочу исследовать острова Венецианской лагуны.
Каждый из них не похож на другой и таит в себе какие-то сюрпризы. Медленно, но верно Вапоретто подплывает к первому небольшому острову, окруженному массивной стеной. Это кладбище Сан-Микеле. Я вышел на остановке Чимитеро, что означает кладбище, и попал в мир тишины и покоя. Покрытый кипарисами остров Сан-Микеле, остров Святого Михаила, на котором расположено кладбище, называют островом мертвых. Но кладбищем Сан-Микеле был не всегда. С 15 века здесь стояла церковь Сан-Микеле ин Изола. В тот период это было два острова, разделенных небольшим каналом, который впоследствии был засыпан. Затем, в начале 19 века, по приказу Наполеона Бонапарта, весь остров Сан-Микеле превратился в остров-кладбище, на котором стало можно хоронить исключительно жителей Венеции. Кладбище поделено на три части – католическую, лютеранскую и православную. На кладбище есть территория, где хоронят и в наши дни. Однако, несмотря на довольно большую площадь, эта территория ограничена, и чтобы места всегда для всех хватало, руководство кладбища приняло решение, позволяющее пролежать умершему в могиле около 10 лет. Затем тело должно быть выкопано, кремировано, после чего урна с прахом занимает почетное место в стене местного колумбария. К счастью, исторических могил это правило не касается, и на кладбище можно увидеть много старинных захоронений. Я иду в православную часть кладбища Сан-Микеле, где мне предстоит увидеть три могилы известных русских деятелей. Первый из них – Игорь Стравинский, знаменитый композитор 20 века, автор множества классических произведений, опер и симфоний. В Венеции Стравинский бывал с концертами неоднократно, очень любил этот город и желал быть похороненным именно здесь. Когда в 1971 году он скончался, его желание было исполнено. Буквально в нескольких метрах расположена могила Сергея Дягилева. Дягилев, меценат и театральный импресарио, умер от инсульта в Венеции на острове Лидо в 1929 году во время гастролей по Европе. Далее я подошел к самой знаменитой могиле на кладбище Сан-Микеле. Я подошел к своей главной цели на кладбище Сан-Микеле. Это могила российского писателя, русского писателя Иосифа Бродского, который умер относительно недавно, чуть менее 30 лет назад. И этот писатель, как некоторым известно, он очень любил Венецию, приезжал он сюда часто. Всегда он приезжал сюда не летом, вне туристический сезон, и очень любил этот город. И так как он о Венеции никто не говорил и не писал. У него есть одна книга, в которой он писал много о Венеции, и там есть такие слова. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленная глаза. После нее все разочаровывает. Интересно, что он настолько любил, что когда он умер, а умер он не здесь, а далеко отсюда, далеко от Италии, однако же в итоге его тело было привезено сюда и похоронено здесь, на кладбище Сан-Микеле. Добавлю лишь, что умер Бродский в Нью-Йорке, а похоронен в Венеции спустя год после смерти. Церковь Сан-Микеле ин Изола сохранилась на острове. В наши дни рядом с церковью разбит прекрасный сад, наполненный благоухающими цветами. С кладбища церкви не видно, можно увидеть лишь строения ей принадлежащие, но совсем скоро с воды мы посмотрим на эту историческую церковь. Покидая Сан-Микеле, я бросаю взгляд на его каменную стену и на ту самую церковь Сан-Микеле ин Изола. Вдали на горизонте виднеется Венеция и видно даже Кампанилу Сан-Марко. Ну а я двигаюсь к соседнему острову, острову Мурано.
Поселение на острове Мурано возникло во время Римской империи, благодаря переселенцам, которые, спасаясь от варваров, искали укрытие на данном острове. Сегодня Мурано является очень популярным местом. Примечательно, что изначально я планировал посещать острова Венецианской лагуны совершенно в иной последовательности, но в день приезда я обнаружил, что не все вапоретто ходят так, как было указано в расписании, так что пришлось подстраиваться под нарисовавшиеся обстоятельства, и сейчас я приближаюсь к Мурано. Вдали на горизонте виднеется Венеция и видно даже Кампанилу Сан-Марко. Ну а я двигаюсь к соседнему острову Мурано. Поселение на острове Мурано возникло во время Римской империи, благодаря переселенцам, которые, спасаясь от варваров, искали укрытие на данном острове. Сегодня Мурано является очень популярным местом. Примечательно, что изначально я планировал посещать острова Венецианской лагуны совершенно в иной последовательности, но в день приезда я обнаружил, что не все вапоретто ходят так, как было указано в расписании, так что пришлось подстраиваться под нарисовавшиеся обстоятельства, и сейчас я приближаюсь к Мурано. Вапоретто делает на острове Мурано несколько остановок. Я обратил внимание, что большинство туристов, тех, кто плыл вместе со мной, сошли на берег на первой из них. Но если не выходить сразу, а затем на одной из следующих остановок, то появится возможность проехаться по каналу Мурано и полюбоваться островом Свапоретто. Тем более, что виды с воды открываются просто невероятные. Соборы, мосты, палаццо. Их, конечно, не так много, как в Венеции, и они, пожалуй, не столь величественны, но здесь, на чудесном Мурано, есть своя прелесть. Это такая Венеция в миниатюре. К слову, канал, по которому мы сейчас плывем, в одних картах зовется канал Гранде де Мурано, Большой канал Мурано, а в других – канал Дели Ангели, канал ангелов. Великолепный палаццо, который мы сейчас видим, построен был в XII веке и называется Палаццо да Мула, одна из красивейших построек на Мурано. Красота, которая обрушивается в Венеции на всех его гостей, настолько велика, что от нее невольно захватывает дух. И только сейчас, здесь, в Мурано, до меня постепенно приходит осознание того, что я наконец в Венеции. День, который я ждал так долго, наступил, и я нахожусь в одном из прекраснейших городов на свете. Каждое мгновение здесь, как и каждое здание и каждый уголок Венеции, неповторимо, поэтому крайне дорожишь этими бесценными минутами и наслаждаешься видом каждой панорамы города. В этот миг мне не хватает лишь одного – моей Ани, которая ждет меня дома, а мой дом сейчас в Финляндии. Так хочется, чтобы она была рядом и тоже увидела всю эту красоту. Сошел я на остановке Мурано-Фаро. Фаро в переводе означает «маяк». Маяк, возвышающийся на этом месте, стоит здесь с начала 20 века. Нарушение расписания Вапоретто привело меня на остров Мурано. Я, конечно, хотел в нем побывать, но я чуть позже хотел побывать, но раз уж я здесь, то мне приятно быть на родине знаменитого муранского стекла. Поэтому давайте прогуляемся и заглянем в некоторые магазинчики, чтобы увидеть муранское знаменитое стекло и отличить подделку от оригинала. Я пошел знакомиться с Мурано и тут же погрузился в атмосферу курортного южного городка. Туристы, говорящие на десятках языков, магазинчики с различными сувенирами, рестораны, столики на улице, суетящиеся официанты, звон посуды и, конечно же, все это в окружении неповторимой итальянской архитектуры. Я очень люблю такие моменты в путешествиях. Гуляя по Мурано, я случайно услышал позади себя финскую речь. Это были трое ребят.
Я спросил их, вы из Финляндии? Оказалось, они приехали сюда из финского города Тампере. Я сказал им, что тоже живу 6 лет в Финляндии. В этой моей встрече с финнами на итальянской земле нет ничего особенного, но вот из таких неожиданных эпизодов и состоят путешествия, как, собственно, и вся жизнь, и они, безусловно, украшают и делают их интереснее. Знаменитое муранское стекло в виде украшений, посуды и всяких безделушек на острове Мурано продается буквально на каждом шагу. Есть даже магазин, где некоторые сувениры из стекла можно приобрести всего за 1 евро. Хотя в большинстве своем товары из муранского стекла стоят недешево, особенно если перед вами оригинал, а не подделка из Китая. Заскочив в одну из сувенирных лавок, я спросил продавца, как отличить оригинал от подделки. Он взял с витрины то ли вазу, то ли стакан, перевернул и показал на дне маркировку, специальный знак, который может быть только на оригинальной вещи. Такого знака не может стоять на подделке, сказал он. Как же появилось муранское стекло? Много столетий назад в Венеции начали изготавливать стекло. Так как этот процесс влечет за собой пожары, всех стеклодувов и все производство стекла в XIII веке перенесли из Венеции на соседний остров Мурано. Со временем муранское стекло стало безумно ценным и приносящим Венецианской республике невероятную прибыль. Вышел даже закон, запрещающий стеклодувам покидать остров, а разглашение секретов производства стекла каралось смертной казнью. В 15 веке мастер по имени Анджело Боравьер, родом, кстати, из города Тревизо, придумал процесс производства прозрачного стекла, в итоге чего Мурано был единственным в мире производителем зеркал. В 17-18 веках популярность муранского стекла шла на убыль. Ему на смену пришло богемское и французское стекло. В конце 18 века захвативший Венецию Наполеон уничтожил практически все стеклодувные мастерские, и на некоторое время все пришло в упадок. Во второй половине 19 века, благодаря нескольким энтузиастам, муранское стекло потихоньку начало возрождаться. Конечно, былой славы оно впоследствии не снискало, однако сегодня туристы уже не одно десятилетие приезжают сюда, на Мурано, и тратят сотни евро на покупку местной стекольной продукции. Вот, к примеру, мы видим очередь в галерею, где люди жаждут увидеть, как стеклодув выдувает стекло. Популярна на Мурано часовая башня на площади Санто-Стефано. Самое знаменитое сооружение на Мурано – это собор в романском стиле, носящий имя Базилика деи Санти Марии e Donato. Построена базилика была в VII веке нашей эры. Про палаццо Дамола я уже упоминал чуть ранее. Видим также обшарпанный и заброшенный палаццо Тревизан. А вот в такие отверстия раньше стекала дождевая вода, которая затем фильтровалась и поступала в колодец. Если честно, я не ожидал, что Мурано произведет на меня столь огромное впечатление. Вероятно, это связано с тем, что именно здесь я слегка расслабился и стал получать удовольствие от своего путешествия. Следующая моя поездка на Валпаретто будет пролегать по самому долгожданному маршруту из всех мною запланированных. Перед нами таинственная, волшебная, полная загадок и неожиданностей Венецианская лагуна, самая красивая лагуна на планете Земля, чего только не повидавшая за тысячелетия своего существования. Набеги варваров, королевские маршруты, исторические перемены, неземные богатства, взлеты и падения и, конечно же, возгласы впечатленных туристов. Даже слово «лагуна» пошло отсюда. Сперва так называлась только Венецианская лагуна, а затем этим словом стали зваться все мелководные заливы. Здесь, в Венецианской лагуне, разбросаны острова, каждый из которых уникален. Малые и большие, доступные и изолированные, заброшенные и полные жизни, каждый со своей историей. Вдалеке виднеется ослепительная своей красотой Венеция, остров-курорт Лидо с его узнаваемым собором, Ла Чертоза и его оборонительная стена военной базы наполеоновских времен, а также остров Виньола, бывший курорт римлян, а затем и венецианцев. Видим колокольню острова Торчелло и наклоненную башню острова Бурано, куда мы и держим наш путь. А это растянувшийся остров Санта-Размо, на котором можно разглядеть несколько построек.
Вы даже не представляете, как я хочу увидеть этот остров поближе, тем более, что вдоль него проплывает Вапоретто. На острове Санта-Размо когда-то была историческая крепость. Сегодня по острову разбросаны многочисленные огороды, где венецианцы выращивают фрукты и овощи. Увы, за один день невозможно объять необъятное. Близкое знакомство с островом Санта-Размо я приберегу для следующего своего визита в Венецию, а пока мы посмотрели на него лишь издалека. Небольшой островок на горизонте носит название Сан-Франческо-дель-Десерто. На острове находится францисканский монастырь, построенный в 13 столетии. Прямо перед нами остров Сан-Джакомо-ин-Палудо, на сегодняшний момент самый и красивый остров Лагуни. Трудно поверить, что когда-то он выглядел вот так. В XI веке здесь появился госпиталь, в XIII был построен монастырь, который в XIX веке был снесен приказом Наполеона. После этого здесь сделали военный форт, а в XX веке тут даже была военная тюрьма. Несколько лет назад остров Сан-Джакомо-ин-Палудо приобрела какая-то частная компания, которая и производит здесь сейчас ремонтно-строительные работы, в результате чего планируется, что на острове будут проходить выставки и прочие развлекательные мероприятия. Плывем дальше и видим вдали привлекающий внимание остров Мадонна-дель-Монте, самый загадочный остров Лагуны. В XIV веке монахи-бенедиктцы возвели на острове монастырь и назвали его Сан-Никола-делла-Кавана. В XVIII веке монастырь был перестроен и получил новое имя – Мадонна-дель-Розарио, или, как его чаще называли, Мадонна-дель-Монте, что и дало название и острову. В XIX веке монастырь снесли, а в начале 20-го столетия на острове построили пороховой склад, руины которого мы и видим сегодня. Островок поблизости, который сейчас перед нами, это остатки караульного помещения при пороховом складе. Изначально два этих острова были соединены узкой полосой земли, которую смыло ураганом в середине прошлого столетия. Вапоретто приближается к северной части Венецианской лагуны, к островам Бурано и Торчелло, побывать на которых является моей многолетней мечтой. Бурано влечет меня своими пестрыми домами, а Торчелло – исторической значимостью. Путь к этим островам пролегает через другой остров – остров Мацорбо, название которого совершенно не на слуху. На просторах интернета информации о нем крайне мало. В путеводителях про Мацорбо вообще ничего не пишут. Тем интереснее будет взглянуть на него поближе. Взгляните на него. Поросший густой травой, остров Мацорбо выглядит так, будто он расположен где-то на задворках цивилизации. Вот это место особенно красиво. И тут вдоль береговой линии показались разноцветные дома, напоминающие постройки соседнего острова Бурано. Разве это чудесное место не прекрасно?
Вопрос, сойти или не сойти на этом острове, отпал сам собой. Разумеется, я, не раздумывая, делаю остановку на Мацорбо и предвкушаю яркие впечатления. Если честно, все больше и больше понимаю Иосифа Бродского, который приезжал в Венецию зимою, потому что вот сейчас, хотя май, еще не лето, но какой-то сумасшедший дом просто. На Вапоретто просто не пробиться, комфорта в этом мало. Я сейчас вышел на острове Мацорбо. Кажется, что у этого места нет ни одного изъяна. Эти уютные дома у берега, словно сошедшие с красочной картинки, легкое дуновение морского ветра, ничем не нарушаемое спокойствие, а на противоположном берегу несколько полузаброшенных строений соседнего острова Мацорбетто. Все это больше похоже на сон. Не спеша, я вышел к узкому каналу, через который перекинуто несколько небольших мостов и вдоль которого разбросаны дома, сады и виноградники. Это очень живописное место, которое меня безумно впечатлило. Настоящая идиллия. У меня такое чувство, что я никогда не встречал более идеального и красивого уголка на земле. Простота и романтика, средневековье и современность, и все это в умиротворяющей тишине, нарушаемой лишь пением птиц и плеском волн Венецианской лагуны. Здесь, на Мацорбо, проживает примерно 250 человек, хотя на первый взгляд кажется, что остров пустой и дома эти нежилые. Поселение на острове возникло в VII веке. Оно носило название Майорбо, что в переводе с латинского означало «большой город». Это был остров-спутник соседнего острова Торчелло. Здесь жили несколько тысяч жителей, но из-за обрушившейся эпидемии малярии большинство из них покинуло остров. На Мацорбо была важная для этих краев таможня и стояло целых 5 церквей. До нашего времени сохранилась только церковь Санта-Катерина конца XIII века. Колокол этой церкви самый старый во всей Венеции. В другой части Мацорбо высится колокольня, не дожившей до сегодняшних дней церкви Сант'Анджело. Сейчас она, увы, покрыта строительными лесами. И, конечно же, находясь в столь прекрасном месте, я не мог не думать о самом близком человеке своей жизни. Все вы знаете такую песню знаменитого итальянского певца Альбано под названием «Феличита». И вы наверняка знаете, что «Феличита» в переводе с итальянского переводится «счастье». И вот такое самое феличита, такое самое счастье можно испытать здесь, находясь в Венеции. Мне только не хватает моей Ани. Идя по зеленым аллеям Тихого острова, я наткнулся на небольшое местное кладбище. Что ж, я нашел остров своей мечты. Это Мацорбо. В завершении своей прогулки по чудесному месту я увидел дома, которые как бы вписываются в атмосферу этого романтического острова, и в то же время подумалось мне, что что-то тут не то. Архитектура этих построек мне напомнила какую-то Африку. Оказалось, что данный жилой комплекс был построен амбициозным итальянским архитектором Джанкарло де Карло в 80-е годы прошлого века как экспериментальный проект по осовремениванию исторической местности. В Венеции много бездомных кошек. Все они находятся под надзором ассоциации Динго, которая следит и заботится о них. Сзади меня остров Бурано, на который я сейчас отправлюсь. Этот остров славится в первую очередь своими разноцветными домами, и я сейчас вам расскажу, почему эти дома разноцветные. Представьте, что, находясь в тихой комнате, вы открываете дверь и резко попадаете на восточный рынок.
Именно такое чувство у меня возникло, когда по длинному мосту я перешел со спокойного острова Мацорба на шумный, кишащий туристами Бурану. По правде говоря, мне нравится такая атмосфера. Пустынность и безлюдье в таком месте, как Бурано, мне бы напомнило о пандемии коронавируса. Не знаю, как конкретно на Бурано, но в Италии долгое время была самая высокая смертность в период локдауна. Поэтому пусть то время навсегда уйдет в прошлое, а эти улицы с набережными и дальше будут шумными и переполненными туристами. История острова Бурано тесно переплетается с историей соседних островов Торчелло и Мацорба. Поселение здесь состояло из переселенцев, которые бегством спасались от варваров. Эпидемии, наполеоновское и затем австрийское вторжение – все эти вещи не обошли остров стороной. Так же, как на Мурано знаменито муранское стекло, Бурано славится своими кружевами. Кружевоплетением на Бурано начали заниматься с 16 века. Были времена, когда это искусство практически прекратило свое существование, но вскоре возродилось и по сей день пользуется популярностью. Со многих точек Бурано видно колокольню, которая находится под очевидным наклоном. Выходит, что в Италии не только Пизанская башня падает. 52-метровая колокольня церкви Сан-Мартино на Бурано накренилась из-за того, что, как и вся Венеция, была построена на непрочном основании, на сваях. Были совершены работы по упрочнению ее основания, иначе бы колокольня, возможно, не дожила бы до нашего времени. Церковь Сан-Мартино стоит на главной площади города, площади Бальдасаре Галуппи. Так звали известного композитора XVIII века, который родился на Бурано, из-за чего получил прозвище Буранелло. На Бурано проживает всего лишь чуть более 2000 человек, однако, несмотря на это, остров поделен аж на 5 районов, разделенных 3 каналами. Мост под названием Трепонте соединяет сразу 3 района. Дома острова Бурано, если мысленно снять с них краску, не представляют абсолютно никакого интереса с архитектурной точки зрения, совершенно заурядные каменные коробки. Поэтому спасибо тому человеку, которому когда-то пришло в голову покрасить их в яркие цвета. Есть предположение, что это было сделано, чтобы рыбаки легко находили остров в туманах, которые частенько обволакивают лагуну. Есть и другие версии, но факт остается фактом. Эти разноцветные дома являются главной особенностью Бурано, из-за чего сюда съезжаются миллионы туристов с фотоаппаратами. Но и для меня является наслаждением не спеша идти по такому красивому месту, наблюдая за жизнью, которая здесь протекает. Очень хочется возвращаться сюда как можно чаще. Я нахожусь на Вапоретто и с легкой грустью покидаю остров Бурано. Путь до следующей остановки Торчелло занимает буквально 5 минут.
Народу в сторону Торчелло, как видим, плывет не так много, как по другим маршрутам, и это хорошо. Проплываем мимо острова Мацарбета, любуясь в основном пустынным берегом, поросшим зеленью. Вот видим небольшой канал. А это уже канал острова Торчелло. Мы приближаемся к Торчелло с его одинокой колокольней, вздымающейся над Солончаками. И мне уже не терпится увидеть этот загадочный остров, потому что история Венеции начинается именно с него. Сейчас я нахожусь на острове Торчелло. Если честно, именно с этого острова я хотел сегодня начинать сегодняшний день, свое приключение сегодня по Венеции, по ее островам. Я вам обязательно сейчас покажу и расскажу, что здесь интересного и вообще чем интересная и богатая история острова Торчелло. Длинная и немноголюдная дорога тянется от пристани вдоль извилистого канала и ведет в сторону главной и единственной площади Торчелло. Изредка встречаются какие-то дома и даже настоящий палаццо. Есть тут и немногочисленные летние рестораны. Первый объект, который встречается по пути, это мост без перил. Раньше такими были все мосты Венецианской республики. Из-за каких-то старых выдуманных баек мост получил страшное имя – Понте дель Дьявола – мост дьявола. В одно время на подобных мостах, не имеющих парапетов, взрослые ребята устраивали кулачные бои, в ходе которых многие побитые раненые падали в воду. Подобных мостов без перил в лагуне осталось всего два – этот и еще один, где-то среди узких каналов Венеции. Кстати, помимо моста Дьявола, на Торчелло есть другой мост – мост Святой Марии, но он, правда, с перилами. В V веке, а именно этот век считается периодом появления Венеции, на Торчелло перебрались жители римского города Альтино, спасаясь от гуннов, восточноевропейского народа, которые под приказом своего предводителя Аттилы нападали на города Римской империи. В итоге появился город, где строились дома и соборы, помпезные учреждения и площади, жизнь процветала. Все здания на острове строились из камня, оставшегося от разрушенных гуннами городов на материке. В тот период времени на Торчелло проживало, вероятно, более 20 тысяч жителей. Главным их занятием, приносящим прибыль, была добыча и продажа соли. Но спустя какое-то время берега острова стали разрушаться илом, город наводнили москиты и началась малярия. Жители Торчелло были вынуждены уехать отсюда, остров опустел. Интересна карта острова Торчелло 17 века, на которой можно увидеть площадь, каналы и несколько церквей. Сегодня здесь проживает примерно 13-15 человек, и мало что напоминает о былом величии. Сюда приезжают, чтобы провести время в тишине, а также побыть в неспешных раздумьях об истории красивейшего из городов. Торчелло – это место столь уединенное, столь тихое и спокойное, что многие приезжали сюда именно вот ради этого спокойствия. И, наверное, самым главным таким посетителем этого острова, человеком, который какое-то время даже пожил здесь, это знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Здесь он прожил какое-то время, провел, вернее, какое-то время и написал книгу, которая называется «За рекой в тени деревьев». Может быть, не самое его лучшее произведение, однако же почитатели его творчества и почитатели такой литературы, размышления найдут много чего интересного и любят, в общем-то, это произведение. На главной площади Торчелло стоят две церкви – большая Санта-Мария-Ассунта и малая Санта-Фоска. Санта-Мария-Ассунта с высокой колокольней, которую видно за несколько километров, была построена в начале V века и является старейшей церковью Венеции. В ней сохранилось несколько уникальных византийских мозаик. Колокольня, кстати, была пристроена в XI веке во время реконструкции. Церковь Санта-Фоска построили в IX веке, а в нынешний вид привели в XII.
На площади стоит старый каменный трон, на котором много-много лет назад восседал местный епископ. Туристы очень любят садиться и фотографироваться на этом троне. Тут же на площади красуются два палаца, в обоих из которых находится музей, в котором хранятся различные археологические экспонаты, отголоски богатого прошлого Торчелло. Несколько интересных исторических артефактов, найденных на Торчелло, можно увидеть и на улице, в одном из уголков площади. Неподалеку у собора местный пожилой сеньор продает недорогие сувениры. Туристы проходят почему-то мимо этого ресторана, этого кафе-бара, но, однако же, это очень знаменитое кафе, и много-много-много известных людей здесь останавливалось. Эрнест Хемингуэй, о котором мы только что говорили, здесь был. Здесь точно останавливался мой любимый актер, один из моих любимых актеров, вы все его прекрасно знаете, это Чарли Чаплин. Он здесь был, оставил даже памятную надпись. Кстати, вот она. Название ресторана «Локанда» переводится как «постоялый двор», а Чиприани – это фамилия владельца, который основал его в 30-е годы прошлого века. В этом легендарном ресторане, помимо Чарли Чаплина и Хемингуэя, кушали королева Елизавета II, Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, принц Чарльз, Марк Шагал, Том Круз, Николь Кидман, Джек Николсон, Аль Пачино, Николас Кейдж, Хью Грант, Лайза Минелли, Мик Джаггер, Элтон Джон, Род Стюарт, Жерар Депардье, Стивен Спилберг и многие другие. Представьте, какая богатая история у этого заведения. Все знаменитости приезжали к ресторану по одному пути, по тому самому узкому каналу, вдоль которого ходят все туристы, посещающие остров Торчелло. Мне Торчелло очень понравился, но не менее понравились и полюбились мне и остальные острова, с которыми я сегодня познакомился. Бурано, Мурано и, конечно же, мое главное открытие этого дня – чудесный остров Мацорба. Я проторчал на Торчелло в районе часа, прощаюсь с ним и снова сажусь на Вапоретто. Вновь меня ждут полчаса дороги по Венецианской лагуне мимо уже знакомых островков. Я держу курс на Венецию. Уникальный момент, когда Вапоретто совершенно пуст. Взгляните на длинную очередь, образовавшуюся на острове Бурано. Скоро вся эта масса людей сядет на Вапоретто, в котором нахожусь я. Ну вот и здрасте, добро пожаловать. Кидаю прощальный взгляд на разноцветные дома Бурано, но нет времени грустить, поскольку впереди Венеция, а значит еще огромное множество красивых мест и новых впечатлений. А пока можно немного расслабиться и еще раз полюбоваться островами удивительной Венецианской лагуны.
Мы подплываем к северной части Венеции, откуда я направлюсь вглубь города. Я увижу несколько мест, связанных с писателем Иосифом Бродским, могилу которого я посетил нынешним утром. Почти все, что мне предстоит увидеть этим вечером, для меня новое, поэтому я в огромном предвкушении. Через несколько мгновений я прогуляюсь по самому красивому городу мира. В Венеции много мест, связанных с Иосифом Бродским, где он останавливался, куда заходил перекусить, где отдыхал или просто бродил. Перед нами набережная Фондаменто Новая, новая набережная. В своей книге о Венеции с этой набережной у Бродского связан довольно интересный эпизод. Он пишет: «Я прошел четверть мили по Фондаменто Нова и повернул направо у больницы Джованни и Пауло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И спиной к Фондаменто и Сан-Микеле, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно животно счастлив». Думаю, при написании этих строк Бродский и предположить не смел, что будет похоронен на упомянутом им кладбище Сан-Микеле. Тем временем я иду меж узких каналов переулков Венеции в поисках какого-нибудь кафе, натыкаясь на различные монументальные сооружения, таких как Санта-Мария Ассунта Джезуити, церковь XVIII века, построенная в стиле барокко. Взгляните, сколько всевозможных скульптур на ее белом фасаде. О Венеции написано и сказано так много, что кажется и добавить нечего. Однако, видя всю эту красоту, хочется бесконечно говорить все новые и новые слова восхищения. Отдельным удовольствием я бы назвал разглядывание городских витрин. Количество гондол и, соответственно, гондольеров в Венеции ограничено – 425. Кстати, венецианцы говорят гондола, а не гондола. Получасовая поездка на гондоле стоит на сегодняшний день 80 евро. Церковь Святых Апостолов с запоминающейся колокольней была возведена примерно в IX веке в стиле Ренессанс. Стоит церковь на шумной площади, называемой Кампо Санти Апостоле, площадью Святых Апостолов. Кстати, знаете, как в Венеции борются с тем, чтобы особи мужского пола не справляли малую нужду на улице? На углах находятся вот такие противописательные сооружения. Пиццерия Фарини стала местом моей венецианской трапезы. В этом уютном и гостеприимном заведении мне довелось попить кофе и поесть пиццу. После ужина я отправился в сторону знаменитого моста Риальто. Вон он уже проглядывает вдалеке. А это памятник драматургу XVII века Карло Освальдо Гольдони, которого жители Венеции любили за то, что он использовал в своих пьесах венецианский диалект итальянского языка. Я уже в 2 шагах от Гранд-канала, где сяду на Вапоретто и проеду от моста Риальто до моста Академии. Главную достопримечательность Венеции, Гранд-канал, можно сравнить с широким автомобильным проспектом. Только вместо машин здесь лодки, а вместо автобусов – Вапоретто, на одном из которых я сейчас и нахожусь. Можно сказать, что Гранд-канал также является одной из красивейших улиц мира. Количество дворцов здесь такое огромное, что не знаю, есть ли столько же где-то на какой-либо другой улице. Дворцы в Италии, как я уже рассказал, называют красивым словом «палаццо». И таких палаццо вдоль Гранд-канала несколько десятков. Трудно выбрать самый красивый. Вот, к примеру, 2 палаца 13 века. Во втором вот уже 200 лет как располагается городская мэрия. Вообще, рассказывать про каждый из палаццо Венеции можно очень долго. В одних останавливались Наполеон и прочие исторические личности, в других проходили съемки какого-то знаменитого фильма, третьи славятся какой-нибудь историей или легендой. Мне нравится подмечать на зданиях всевозможные интересные детали или мелочи.
Но особое удовольствие для меня представляют узкие каналы, то и дело пересекающие большой канал. При этом появляются эти каналы столь неожиданно и пролетают так мимолетно, что разглядеть их с лапарета удается очень быстро. В какой-то момент Гранд-канал делает резкий поворот, словно открывая очередную главу захватывающей книги. Причем глава эта заключительная, поскольку впереди остается относительно небольшой отрезок пути. Церковь Сан-Самуэля, построенная в 1000 году, названа в честь библейского пророка Самуила. Считается, что здесь хранятся мощи этого пророка. Колокольня была пристроена в XII веке. Низший сад со скульптурами и пышной зеленью принадлежат расположенному слева палаццу Малипьеро. И вот мы приближаемся к мосту Академии, самому южному из 4 мостов Гранд-канала. Свое название мост получил из Академии искусств, расположенной по правую сторону моста. В XVIII веке здесь был построен деревянный мост, который прослужил несколько десятилетий, но из-за образовавшихся на нем дефектов его снесли. Затем в 30-е годы 20 века построили временный, который так и остался, и который сейчас перед нами. Правда, периодически мост реставрируют, чтобы он не рухнул. У моста Академии я и сойду. С моста открывается классический вид Венеции, который часто можно увидеть на фотографиях. Отсюда видно южную оконечность Гранд-канала и церковь Санта-Мария-делла-Салюта. Рядом с мостом находится палаццо Кавалли-Франчетти. Ну а мы с вами в районе Венеции под названием Дорсодуро. И мне такая Венеция очень нравится. Здесь нет большого скопления людских масс, но не менее красиво и интересно. Я вышел к южной части Венеции, откуда открывается чудесный вид на вытянутый остров Джудека, до которого сегодня, увы, мне не добраться. Это прекрасное место, где мне нашлось бы что увидеть и о чем рассказать, но не сейчас. Сейчас я на набережной Дзаттере. Много веков назад здесь была больница, где доживали свои дни больные чумой и прочими эпидемиями. Кстати, в корпусах бывшей больницы сегодня расположена академия, упомянутая мною ранее. Но что касается этих самых неизлечимо больных, то сюда, на эту набережную, доктора выводили их, чтобы они полюбовались небом, морем и Венецией, возможно, последний раз. Набережная так и называлась – набережная неизлечимых. Именно ею, именем этой набережной, набережной неизлечимых, Иосиф Бродский назвал свою лучшую книгу о Венеции. Правда, по совету своего друга, писателя Петра Вайля, он слегка изменил ее название, и в итоге у Бродского вышла книга «Набережная неисцелимых», сборник коротких эссе, рассказывающих о Венеции. На стене бывшей больницы висит памятная доска, посвященная Бродскому. Далее я пришел к месту, которое я хотел сегодня увидеть в Венеции пренепременно – лодочной верфи Скару ди Сантровазо. Это одна из старейших и уж точно самая красивая верфь Венеции. Верфь Сантровазо была построена в 17 веке. С той давней поры здесь изготавливают и ремонтируют гондолы и другие лодки. Это уникальное место. И снова Лапарета везет меня по лазурным водам восточной части Венеции. Итальянцы называют Венецию словом, от которого веет романтикой – «ля серениссимо», что переводится как «светлейшая». И это слово ей очень подходит. Для меня Венеция определенно лучший город на свете. У меня никогда не получится и насмотреться, и налюбоваться. Тем более за один день, как сегодня. Кажется, что каждое здание и каждый закоулок здесь, даже самый неприметный, хранят в себе богатую историю. Но, как я понял, в Венеции не стоит конкретизировать внимание на каком-то конкретном объекте. Ля Серениссимо Венеция как дорогостоящий салат, включающий в себя сразу множество ингредиентов. Вряд ли удастся выделить что-то одно, желательно любоваться городом в целом, словно музыкой огромного оркестра. И частью всего этого действия являются очертания церкви Санта-Мария-делла-Салюта. Отсюда начинается Гранд-канал, его южная часть.
Далее открывается вид на великолепный ансамбль площади Сан-Марко, одетый в свой торжественный вечерний наряд. Знаменитая Кампанила и не менее знаменитый дворец Дожей. Сегодня я обязательно приду на Сан-Марко, только чуть позже, а пока понаблюдаю за ней с воды. Вот промелькнул легендарный мост Зохов, и перед нами славянская набережная Рива дель Скевони. Вероятно, такое название появилось из-за того, что в этом месте раньше торговали рабами-славянами, или по какой-то иной причине. Славянская набережная очень оживленное место, и здесь я тоже скоро пройдусь. В общем, кто бы что ни говорил, Венеция живет и процветает. Чем дальше от площади Сан-Марко, тем более непарадной и непривычной выглядит Венеция. Вдалеке виден остров Лидон. Самая зеленая часть города, так называемые сады Биеннале. Там за деревьями стоят десятки выставочных павильонов, каждый из которых показывает искусство одной из стран мира. Есть в том числе русские и финские павильоны. Внутри парка отсутствует уличное освещение, с наступлением темноты там ничего не видать, и поэтому я туда сегодня не пойду. Но я все равно еще увижу много всего интересного в ночной Венеции. Сойти сейчас мне предстоит на остановке Сант-Елена. В это трудно поверить, но сзади меня это тоже Венеция. Я очень давно, много лет мечтал побывать именно на окраине Венеции, на окраинах, потому что там совсем другая жизнь. Здесь, как видите, нет совершенно туристов, здесь только свои жители, здесь нет этих каналов. Вернее, они есть, но их не так много, они не такие помпезные с этими мостиками. Но, однако же, я думаю, что это одна из самых интересных частей вот именно островной Венеции. Прежде чем ознакомиться с самой дальней частью Венеции, районом Кастелло, бросаю взгляд на остров Сан-Серволо с Бенедиктским монастырем VI века, превращенным впоследствии в психбольницу, а затем в военный госпиталь. Район Кастелло – самый большой район города. Восточная часть района – это самая дальняя и поэтому самая нетуристическая часть Венеции. Где-то далеко, на Сан-Марко, сейчас играет музыка, шумит народ, а здесь, на окраине, тишина, умиротворение и абсолютно расслабленная обстановка. Можно даже представить, что мы сейчас не в Венеции, а в каком-то непримечательном провинциальном городке Италии. Самая дальняя оконечность Кастелло и всей Венеции – остров Святой Елены. Там, в глубине острова, находится монастырский комплекс Сант-Елена XI века. Бродя по венецианским окраинам под покровом тьмы, начинаешь понимать всю их прелесть. Особенно, когда встречаешь сидящую на окне Кытьку или натыкаешься на бар с уличной террасой, такой уголок света и жизни среди безлюдия и тишины. Наслаждаясь каждой минутой, прохожу мимо дремучих садов Биеннале. На лавке некто, укутанный с головой в теплое одеяло, мило пребывает во власти сновидений. Далее я добрался к парку, где возведен памятник полководцу, революционеру и национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди. Затем я попал в шумное место, которое меня неожиданно очень впечатлило – широкую улицу под названием Виа Гарибальди.
В первую очередь на меня произвел впечатление контраст между тишиной улиц и парков, по которым я только что бродил, с царящей тут оживленностью. Виа Гарибальди наполнена множеством уличных кафе, жизнь которых не утихает даже в ночное время. Люди разных возрастов отдыхают, кушают, общаются, и все эти волшебные запахи, звуки, великолепная архитектура. Мне очень понравилась царящая тут атмосфера. Итальянский газетный киоск. Кстати, вы знаете, откуда появилось слово «газета»? Раньше так в Италии называлась монета, за которую можно было купить небольшой информационный листок, а на листке печатались городские новости. Это был аналог современной газеты. Между тем, я добрел до Арсенала, красивого по архитектуре комплекса с башенками. Раньше в его кулуарах строили и оснащали амуницией военные суда, а также изготавливали оружие. Рядом с Арсеналом находится здание военного музея. Далее я пошел по широкой славянской набережной. Это уже абсолютно туристическое место. У меня есть подозрение, что жизнь здесь не утихает до самого утра. На набережной куча ресторанов и сувенирных магазинов. Попадаются памятники, в том числе тут стоит памятник итальянскому королю Виктору Эммануилу II, жившему в 19 веке. Мысленно я уже настраиваюсь на расставание с Венецией, но впереди еще площадь Сан-Марко. Знаменитый мост вздохов получил свое название из-за того, что по нему проводили в тюрьму заключенных, и в окно они в последний раз могли взглянуть на свободный мир. А вот и она, знаменитая пьяцца Сан-Марко, площадь Святого Марка, историческое место, кладезь архитектурных шедевров, самое посещаемое место во всей Венеции. Играет классик уличный оркестр, погружая в торжественную и одновременно романтичную атмосферу. В разные годы на Сан-Марко давали концерты мои любимые композиторы и исполнители. Например, в 1976 году тут выступал Пол Маккартни, а в 2007 Эннио Морриконе. К моему разочарованию, освещения уличных фонарей не хватает, чтобы подробно рассмотреть все детали на соборе Сан-Марко, названного так по имени евангелиста Марка, мощи которого, согласно преданию, хранятся внутри собора. На фасаде изображено несколько занимательных картин-мозаик. Видны 4 лошадиных скульптуры. Это копии лошадей, некогда привезенных из Константинополя, а также забавная порфировая голова, тоже трофей из Константинополя. На пьяцца Сан-Марко расположено старейшее кафе Италии «Флориан», открытое еще при Вивальди в 17 веке. В свое время сюда забредали попить кофе Гёте, Байрон, Диккенс, Ницше, Клод Моне, Марк Твен, Жан-Жак Руссо, Чарли Чаплин, конечно же, Хемингуэй и Бродский и многие другие. Ну и безусловно здесь, на Сан-Марко, поражают своим великолепием дворец Дожей, арочные окна старых и новых прокураций и, само собой, 100-метровая колокольня, так называемая Кампанила Сан-Марко. Интересная история с этой кампанилой на Сан-Марко. Дело в том, что ту кампанилу, что мы видим, вот эту огромную, это не оригинал, не тот оригинал, который построили много сотен лет назад. Дело в том, что в 1902 году эта кампанила рухнула, и даже есть фотография, вот вы как раз сейчас ее можете увидеть. Она рухнула, потому что там были трещины, и в итоге она упала, развалилась, и в том же году ее быстренько построили заново по тем же чертежам, абсолютно такую же, и как раз мы ее и видим. Сейчас я последний раз за сегодня сяду на Вапоретто и полностью проплыву через весь 4-километровый Гранд-канал.
Церковь Санта-Мария-делла-Салюта была построена в 17 веке в память об избавлении от чумы, отнявшей жизни у трети жителей города. Я посчитал и вычислил, что это моя 11-я поездка на Вапоретто за день. На воде сегодня я провел почти 5 часов. А сейчас я плыву по грандиозному Гранд-каналу, и мне предстоит увидеть множество прекрасных палаццо в таинственной вечерней подсветке, и это будет восхитительно. Палаццо Ваньер-дей-Леоне уникален. Это единственный недостроенный палаццо Венеции. Я нахожусь под настолько огромным впечатлением от прожитого дня, что у меня перехватывает дыхание. Все это просто невероятно. И вновь вспоминаются строки Иосифа Бродского о Венеции. Это город для глаз. Остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Как я уже говорил, Бродский всегда приезжал сюда вне летнего сезона, когда Венеция немноголюдна и в ней нет жары. Ему не нравилось, что большинство гостей города, приехав сюда, сразу же бежало к прилавкам магазинов, вместо того, чтобы наслаждаться самой Венецией. Если я когда-нибудь приеду сюда со своей Аней, я посажу ее на Вапоретто у вокзала, и мы с ней поплывем по Гранд-каналу. Уверен, что это первое, что нужно сделать в Венеции, а затем уже можно идти и плыть куда угодно. Впереди самый знаменитый мост Венеции, мост Риальто. Кстати, еще и самый старый мост города. На самом деле, мост Риальто – это, по сути, торговый центр. Большую часть его площади занимают торговые помещения, и лишь узкая часть служит проходом. Самое лучшее, что дает этот мост – это прекрасный вид на Гранд-канал, открывающийся с него. Чуть отплыв от моста Риальто, можно увидеть рыночную площадь. Ночью на площади пусто, а днем здесь кипит торговля. Долгие столетия богатые купцы строили себе на берегах Большого канала дворцы, соперничая, у кого он будет пышнее и краше. Фасад палаццо 15 века Кадоро, Золотого дома, изначально был облицован сусальским золотом. Другой дворец, который мы видим, покрыт мрамором палаццо Капезаро 18 века. А это церковь Сан-Стая. По Гранд-каналу запрещено плавать со скоростью более 7-8 км в час. На это есть две причины. Во-первых, это опасно, случались аварии, иногда со смертельным исходом. Второй причиной являются волны и брызги, которые попадают на исторические здания, тем самым содействуя их разрушению. Поездка на Вапоретто по ночному Гранд-каналу – это мой финальный аккорд сегодняшней прогулки по Венеции. В завершении еще раз процитирую Бродского. «Отъезд из этого города всегда кажется окончательным. Оставив его позади, оставляешь его навсегда, ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств». Сегодня для меня был незабываемый день, возможно, самый насыщенный день в моей жизни. Давайте кратко пробежимся по нему. Утро я встретил деревню Кастаньоле. Затем были небольшой городок Тревизо, прибытие на вокзал Санта-Лючия, канал Канареджо, кладбище Сан-Мигеле, острова Мурано, Бурано, Мацорбо и Торчелло.
Венецианская лагуна, районы Дорсадура, Кастелло, а также площадь Сан-Марко и снова Гранд-Канал. Я провел в Венеции 14 часов, и вот я заканчиваю этот удивительный день там же, где начал его с утра, у железнодорожного вокзала. Сажусь теперь уже на автобус, который довезет меня до аэропорта. Кстати, оказывается, проездной билет на Вапоретто подходит и для местных автобусов, в том числе и для автобуса номер 5, на котором я сейчас еду в аэропорт. Я прибыл в аэропорт Марко Поло, главный аэропорт Венеции. Я решил осмотреть лодочный причал, с которого плавают пассажирские лодки в Венецию. Чтобы добраться до причала, нужно пройти около километра по такому вот длинному проходу. Хотя идти это расстояние практически не придется, потому что на протяжении всего пути установлено несколько эскалаторов, которые двигаются горизонтально. Необычно, но зато очень удобно, особенно если есть тяжелые чемоданы. Ты вроде как стоишь, но в то же время перемещаешься. Вот он, причал у аэропорта Марко Поло. Отсюда нельзя уплыть по обычному проездному билету на Вапоретто и автобус. Следует покупать отдельный разовый билет на катер. Согласитесь, очень удобная штука. Прилетел в аэропорт, сел прямо здесь в катер и сразу на Гранд-Канал. И это за 17 евро. Именно столько стоит билет на такой катер и на такой маршрут. Короче говоря, интересная идея для следующей поездки в этот прекрасный город. А сегодняшнее мое приключение в Ля Серениссимо завершилось. Я нахожусь в аэропорту Сан-Марко, и на этом мое приключение в Венецию заканчивается. Это было удивительное путешествие. Я, конечно, устал, но меня еще ждет перелет до Хельсинки. Хочу сказать, что Венеция – удивительный город. И те люди, которые построили все эти палаты, дворцы, соборы, у них было очень много денег, они могли позволить себе все. И строили такие вот величественные, огромные здания. Но в итоге они умерли, эти люди. А их наследие, их дома, здания остались и могут нас радовать. В моем сердце Венеция живет уже 11 лет и будет жить еще долго, пока стоит этот замечательный, прекрасный город. И напоследок мой перелет из Венеции в Хельсинки. Интересный момент. Сюда я летел из аэропорта Таллина, приземлился в аэропорту Тревизо, улетаю из аэропорта Марко Поло, прилечу в аэропорт Хельсинки. Таким образом, за 1,5 дня я совершил 2 авиаперелета и побывал в 4 разных аэропортах. Темпераментные стюарды и стюардессы проводят небольшой инструктаж. Конечно, второй перелет не столь волнительный, тем более, что мои силы уже на исходе, но все же я в предвкушении красивых видов из иллюминатора. Мы разгоняемся. Сейчас будет взлет к небесам. На горизонте виднеется водная гладь столь полюбившейся лагуны. Это что-то невероятное. Венецианская лагуна выглядит словно поверхность другой планеты. Пытаясь среди всей этой красоты опознать знакомые места. Потрясающая Венеция. Бурано, чья наклонная башня сегодня продолжит веселить гостей.
Торчелло, тихо дремлющий в лазурных водах. Видно также и остров Санта-Разно. А это коммуна Кавалино-Трепорте и маленькие городки региона Венето. Красивые и манящие места, которые я надеюсь когда-нибудь посетить. Облака закрыли на время землю. Но на юге Европы сегодня тепло и солнечно, так что тучи вскоре рассеялись, и показалась Словения, и, по-моему, даже немного видно Хорватию. Сейчас мы пролетаем над Альпами, но из-за солнца их видно плохо. В течение полета под нами пронеслись Словения, Венгрия, Словакия, Польша, Прибалтика. И вот мы уже приближаемся к Финляндии и видим внизу Хельсинки. В финской столице пасмурно и холодно. Аэропорт находится не в самом Хельсинки, а в соседнем городе Ванта. Скоро я приземлюсь. И вот самолет совершил посадку, и я снова дома. Дома, где меня ждет та, которая дороже мне всех Венеций мира.